Всем привет, меня зовут Сергей Нева, и вы на канале Не Ноль. Очень часто в автосервисах или в автомастерских приходится видеть, как моторы, очень важные узлы, гидроблоки АКПП берут, промывают бензинчиком и собирают после этого счастливые и довольные, якобы все чисто. Что уж говорить о гаражах. Недавно я уже рассказывал о технологии, которая даже в гаражных условиях позволяет прекрасно очистить детали. Это аквабластинг. Кому интересно, переходите по ссылочке в описании, посмотрите мой видос. Гидроабразивная мойка, она же аквабластинг, пескоструй, дробеструй. Все эти технологии прекрасно отмывают детали, и их вид после этого становится практически как новый. Но везде в них используется абразив. Но применять эти технологии при мойке деталей там, где этот абразив гарантированно вымыться не сможет, нельзя. Да, конечно, есть айсбластинг, это обработка льдом, есть лазер, но, в общем-то, это совсем не гаражные технологии, и я думаю, еще немало времени пройдет, когда у каждого в гараже будет стоять такая установка. Ну, просто, хотя, может быть, в гараже у шейха, конечно, легко, тоже гараж. Как ты относишься к гаражным сервисам? Ремонтируешь свою машину у них или нет? Напиши в комментариях. А я сейчас расскажу, как с помощью обычного строительного таза 85 литров, обычного тена или водонагревателя и 2 метров медной 8-миллиметровой трубки сделать отличную мойку для деталей в гаражных условиях. Ну и, конечно же, не обойдется без секретного ингредиента. Смотрите далее. Медную трубку я скрутил в виде спирали и просверлил в ней несколько десятков отверстий шагом примерно 3-4 сантиметра. Один край этой трубки я перекрыл, на второй край повесил штуцер для быстросъема. Да, кстати, это еще одна дорогая деталь в этой мойке. Для того, чтобы сюда подавать воздух. Да, для всего этого понадобится компрессор. Любой маленький компрессор, даже, я думаю, что камера от велосипеда подойдет. Для того, чтобы постоянно подавать воздух в эту трубку. Дальше нам понадобится любой водонагреватель, который нагреет воду больше 60 градусов. Я выбрал какой-то тен от промышленной установки. У него есть свой термостат, и это очень удобно. Ну и, в общем-то, осталось залить этот бак водой. «50 литров воды сейчас мне хватит, это где-то примерно половина этого таза. Сейчас включу обогреватель градусов на 70. Вот он заработал, что-то зашипело. Вот как он быстро греет, что аж пробки выбило. Тен оказался очень мощным, поэтому пришлось переместиться к другой розетке, и весь процесс пошел. Вот, бурлит, сейчас температура выставлена 70 градусов, если видно. Идет потихонечку закипание воды, а уже горячая. И теперь можно включить процесс барботирования. Для этого подключаем штуцер к нашей трубке. И процесс пошел. Вся ванна бурлит. Это и есть процесс перемешивания, он же барботаж. Но теперь не хватает одного, того самого секретного ингредиента. Ну и теперь то, без чего вся эта мойка вряд ли отмоет детали как надо. Это химоза. Химоза от Chemic Life. Существует несколько видов этого средства. Это сухой концентрат, вот такой баночки 2-килограммовой. Хватает на 100 литров на смеси. Два состава друг от друга отличаются тем, что в один добавлены антикоррозийные присадки, которые позволяют мыть железные детали, и после этого они не будут ржаветь. При применении вот этого состава детали будут ржаветь, но зато он лучше отмывает алюминиевые детали. Поэтому начнем мы именно с алюминия. Прежде всего приготовлю растворчик. Вот такой белый порошок. Пробовать на зуб не буду, не знаю, какой он на вкус. Хотя, в принципе, производитель говорит, что он
максимально экологически чистый, там практически 96% он разлагаемый. И при его воздействии, при работе вот этой мойки можно находиться, и никаких вредных паров она не производит. Проверим, попробуем. Сейчас я высыплю где-то половину, 1 килограмм на мои 50 литров. Примерно столько и надо. Наверное, вот так. Ну, сказать, что запаха совсем нет, не скажу. Запах какой-то есть, но не столь едкий. Сейчас я это все перемешаю и залью в основную массу воды. Вот такое месиво. Ну, даже не все я перемешал. Остались небольшие остатки. Ладно, потом перемешается. Будем считать, что нормально. Первое, что я закину в наш таз, это вот такая вот деталь. Это часть мотора, алюминиевый поддон. Вот видно здесь хороший нагар. Вся она грязная, непотребная. Ну и посмотрим, что с ней будет. Сейчас через некоторое время ее буду доставать, смотреть, как она выглядит. И будем смотреть, что происходит. Ну, целый процесс обычно происходит вроде минут 30. Посмотрим. Ну все, деталь я опускаю в камеру. Точнее, в таз. Благо, что таз позволяет ей практически всей уместиться. А не совсем. Ну вот так. Надо было налить еще 10 литров, конечно, потому что вот эта часть не влезла. Ну, в общем-то, сейчас не принципиально. Надо будет посмотреть, как это все работает. Кстати, процесс он пошел. Уже масляные пятна отделяются. Но сейчас надо включить те самые пузырьки, которые позволят всему этому ускориться. Так, ну что же, прошло ровно 15 минут. Убавляю давление пузырьков и выключаю их совсем. Ну и теперь можно доставать деталь. Вот благо, что у меня тут торчит. Вот так вот это все выглядит через 15 минут после начала мойки. Ну, можно сказать, что, конечно, она пока не идеально чистая, но уже очень чистая. И вот эта сторона прям алюминий блестит, но масляные подтеки, масляный нагар еще сохранился. Так что ставим еще на 15 минут. Температура у нас 70 градусов. Чуть-чуть подниму, 70, вот так точнее. И включаю пузырьки. Прошло еще 15 минут. Сейчас я это все убавлю. Так, ну и что же получилось через полчаса работы этой химозы? Ну вот такая деталь. В общем-то, конечно, можно сказать, она чистится, но еще мало. Вот это место вообще ни хрена не отмылось. Хотя внутренний вот нагар проходит. То есть такое ощущение, что надо еще ставить на 15 минут. В общем, ставлю еще на 15 минут. Что делать? Эксперимент есть эксперимент. Ничего не поделаешь. Да, конечно, в идеале эту всю конструкцию накрыть какой-то крышкой, потому что все это испаряется, образуется куча конденсата. Ну вот моя импровизированная крышка
из просто листа поликарбоната. Я даже не буду учитывать ее цену. Это просто какой-то хлам. Так, что же тут получилось? Ну, на вид все очень-очень красиво. По крайней мере, весь масляный нагар отмылся. То есть масляных пятен я не вижу вообще. И это без какого-либо воздействия, кроме пузырьков. Да, вот этот налет от грязи остался, но я боюсь, что его не возьмет практически ни одна мойка. И лишь только абразивные мойки его смоют. Поэтому дальше я эту деталь засуну в пескоструйную камеру, точнее в аквабластинговую камеру, и посмотрим, как она будет выглядеть после обработки финально. А пока это вот такая вот чистая деталь, можно сказать, прям внутри как новая. Ну и учитывая тот факт, что процесс происходит при достаточно большой температуре, от 70 до 90 градусов, деталь из этой камеры достается прям горячая-горячая и моментально высыхает. То есть на ней не остается вообще ни грамма влаги, что в принципе очень хорошо для железных деталей. Хотя это алюминиевая, и с железными мы еще пообщаемся впереди. Ну а пока я ее убираю в камеру для аквабластинга и посмотрим, что с ней будет в итоге. Но это, конечно, уже реставрация. А теперь придется еще удорожить конструкцию этой мойки. Это обычная решетка для гриля, которая применяется частенько на мангалах. Я не знаю, что скажет на это моя жена, когда увидит это видео, но у меня на мангале стоит старая ржавая решетка. И, конечно, купить новую в гараж – это кощунство. Ну а, кстати, как твои родные жена, девушка или мама относятся к затратам в гараже? Напиши в комментариях. Ну вот из этой решетки получается прекрасная решетка для маленьких деталей или для того, чтобы организовать это все в два слоя. То есть на нижний слой там что-то покрупнее, сюда что-то помельче. Вот она прекрасно здесь будет отмываться. Следующее, что пойдет из алюминиевого, вот такая вот тоже замасленная деталь. Это тоже часть мотора. Я ее опущу на дно нашей мойки. Кронштейн, тоже алюминий, но здесь еще есть, правда, два болта. Кстати, заодно и посмотрим, что будет с этими болтами после этой мойки. Надеюсь, что ничего. А зря я туда лезу голыми руками. Надо надеть перчатки. Ну а сверху я поставлю решетку. И сюда несколько мелких деталей. Даже можно вот так вот. Ну и все. Включаю пузырьки. Пусть работает. Вот эта деталь после аквабластинга. Я прошелся по всей поверхности, кроме вот этой части. То есть вот эта часть осталась после мойки. Здесь прям такой цементный налет. Я не знаю, из чего он состоит, но это прям такая въевшаяся грязь, которая ничем химическим не отмывается. Но механическим воздействием она, конечно, взяла. Все, что касается внутренней стороны, то я его даже не трогал аквабластингом. Она вся отмылась в мойке. То есть для всех масляных пятен, для любого нагара все было отлично. Да, конечно, аквабластинг – это технология уже больше реставрационная, чем просто очистка. В наших гаражных условиях вполне применимо и отлично используется. Но для очистки в аквабластинге загрязненных маслом деталей, мазутом,
обязательно нужна мойка. Нельзя засунуть в камеру маслянистую деталь, точнее можно, но тогда эффективность этого абразива упадет, он загрязнится и будет лишь пачкать деталь. Так что одно без другого никак, но мойка без аквабластинга работает, аквабластинг без мойки не всегда. Так, достаю очередные отмытые детали. Ну вот тоже хаузинг масляного фильтра блестит и сияет. В общем-то, отмылся как новый. Патрубки от системы охлаждения. Внешние загрязнения опять-таки остались, но весь налет отмылся. Второй. Так, ну и теперь то, что стояло под решеткой. Ну вот, все каналы, если бы это была ГБЦ, а в принципе по загрязнениям она очень была похожа. Это и есть каналы, которые подводятся к ГБЦ. Правда, впускные. Вот все очистилось. Опять-таки, все, что маслянистое, весь налет чистый, чистый, чистый. Ну и лишь внешняя грязь или корродирование самого алюминия осталось. Но это все пойдет дальше в абразивную мойку, в аквабластинг. Вот туда ему и дорога. И тогда это будет сиять и блестеть. До сих пор, кроме пузырьков, мы ничем механическим не воздействуем на деталь. Но в идеале, конечно, такую камеру было бы построить на ультразвуковых излучателях. И тогда детали бы отмывались намного быстрее, намного и более эффективнее. Но, к сожалению, построить камеру на ультразвуке стоит немалых денег. Даже самые простые китайские излучатели с AliExpress уходят за пределы любого гаражного бюджета. Я не знаю, кто-нибудь дома стирал с помощью вот такой вот приспособы. Это типа ультразвуковая стиральная машинка. Я еще не пробовал ее ни разу стирать белье, но говорят, помогает. Но вот попробовать забросить ее в раствор с этой химозой очень захотелось. Так что я взял бэушную стиральную ультразвуковую машину и сейчас попробую, что произойдет, если я ее добавлю в раствор с отмывающимися деталями. На этот раз будет очень грязная деталь, лежавшая в гараже несколько лет, и с ней я как раз попробую этот ультразвуковой излучатель. Здесь помимо всяческой грязи вековой масляный нагар. Что с ним будет, посмотрим. Не знаю, что-то в ней жужжит внутри. Наверное, она работает. По крайней мере, я ее купил бэушную. Не так уж и жалко. Но учитывая, что ультразвуковая мойка построена на другом принципе работы, пузырьки придется отменить. Сейчас проведу небольшой эксперимент. Не очень уверен, что это как-то поможет, хотя вполне возможно. За такие копейки, если будет ультразвуковая мойка, это просто прекрасно. В общем, проведем эксперимент, а потом включим пузырьки и отмоем деталь по-нормальному. Я не могу никак проверить, помогла ли мне эта ультразвуковая таблетка или нет. Будем надеяться, что помогла. Хотя, наверное, лучшим средством здесь будет, горячо, будет вот такая вот механическая щетка. Она позволит обработать вот всю грязь. Она разрушается моментально. Толстые слои. И следом мойка, конечно, отмоет все еще намного лучше. Так что никакой этот доморощенный ультразвук не справится лучше, чем кисточка. Элементарная кисточка, которая отмывает все.
Практически неделю я ждал, пока придет в негодность этот состав. Я перемыл все алюминиевое, что нужно было, и все, что не нужно. Я помыл клапанные крышки, помыл все кронштейны алюминиевые, все масляные поддоны, резиновые трубки, пластиковые кожухи, даже нержавеющие прокладки выпускных коллекторов, и те тоже отмыл. И в итоге я загрузил вот этот комплект поршней, здесь их 12 штук, и даже оставил вчера на ночь этот раствор, конечно, уже без температуры. И вот сейчас можно сказать, что химия перестала практически действовать вообще. Да, она их отмыла, но вот какой-то нагар, который глубокий, уже взять не смогла. Я думаю, еще, конечно, несколько часов в температуре, и она бы отмыла еще это, но это уже, видимо, край этого состава. Он весь черный, и там плавает больше грязи, чем самой химии. За все это время я не добавлял химии ни капельки, воды ни капельки. Вода испарялась, химия нейтрализовывалась, и вот все, что я засыпал с первого раза, то здесь и осталось. Ну и теперь предстоит сменить этот состав на другой. Да, конечно, эта химия не одна, есть множество разных химоз, хотя, честно говоря, я немного встречал их в интернете. Если ты применял или знаешь какие-то достойные химические составы, напиши в комментариях и дай ссылку на их. Мы посмотрим, разберем, все будет полезно. Теперь я могу перейти ко второму составу. Это МК. Я так понимаю, что индекс К значит консервант. В нем содержится консервант, который не позволяет железным деталям после мойки ржаветь. И в нем я уже могу отмыть большее количество компонентов, таких как мотор целиком. Ссылки на всю эту химозу вы найдете у меня в телеграм-канале и также на Яндекс.Дзене. Так что переходите, подписывайтесь. Это тоже важные ресурсы, где я онлайн размещаю много полезной информации. Переходите по ссылке в описании. Но для того, чтобы этот раствор заработал быстрее, его надо развести в маленькой емкости и дать ему некоторое время настояться. Желательно пару-тройку часов. После этого он будет работать практически сразу. Ну, теперь добавить воды, и можно начинать эксперименты. Мотор этот собранный, и разбирать мне его не надо, но мне надо его отмыть. Вот это все нагары, налеты, все хотелось бы очистить. Также я хочу отмыть головки блока цилиндров, не отделяя их от блока, чтобы не менять прокладку. Ну и, в общем-то, не вытаскивать колено, хотя для того, чтобы посмотреть, что там произойдет, колено все-таки придется снять. Ну а кто хочет проследить за судьбой этого мотора, подписывайтесь на канал. В рамках сериала Save the Eclipse я буду собирать этот мотор, перебирать и покажу, что в нем внутри после всей этой мойки. А пока все-таки его опускаем в наш раствор. Вот примерно 1/3 мотора погрузилась в этот таз. Сейчас я еще немножко могу добавить жидкости, и будет вообще полностью покрыто колено. А потом желательно бы все это перевернуть, каждый ГБЦ вниз, и тоже отмыть. В общем, мойка в 3 этапа. Что покажет, не знаю, но должно быть все красиво, судя по предыдущим деталям. Будем считать, что супчик готов. Пора выключать и посмотреть, что же там произошло. Ну что же, как и предыдущая химия, эта химия отмыла все ровно так же. То есть все масляные налеты, масляный нагар, все прекрасно отмылось. И вот даже видно, что блок был когда-то крашен в черную краску. Где-то местами, какие детали были только в масляном налете, они вообще выглядят как новые. Ну и самое главное, что же снизу? Снизу все также выглядит как новенькое. Коленвал, шатуны, все крепления постели, защиты, все
отмылось от масляного налета, все блестит. И самое главное, не покрывается ржавчиной, что очень и очень здорово. Теперь мне бы в таком же режиме отмыть головки блоков цилиндра вот от этой маслянистой грязи, и было вообще замечательно. Да, вот этот состав, конечно, более актуальный, потому что им можно отмывать все узлы в сборе. Потому на большинстве таких узлов, как компрессор кондиционера, ГУР, генератор, хотя генератор редко бывает масляный, но все-таки, особенно масляный бывает ГУР. На всех этих узлах куча железных элементов, которые, конечно, могут заржаветь. А так, если, в принципе, закрыть все технологические отверстия, то можно в этой мойке отмыть эти детали до блеска. Да, конечно, существует множество технических моек. Струйных, под давлением, под температурой, ультразвуковые. И все это прекрасно отмывает детали. Но я показал самую простецкую, самую дешевую возможность отмыть все те же детали не хуже. Во многих этих профессиональных мойках можно применять эту же химию и получать намного более достойные результаты. Но нам в рамках гаража или маленькой мастерской это все совсем недоступно. Что будет с этим мотором дальше, а также как отмоются остальные его компоненты, я обязательно расскажу на своем канале. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, не забывайте про раздел для спонсоров, про суперлайки, в общем, любую монету, которую кинете на мой канал, буду очень благодарен. Да, отмыть деталь – это еще полдела, надо еще ее защитить после этой мойки. Ну, если с железными деталями помогает сам консервант, встроенный в эту химию, то с алюминиевыми деталями такое дело не пройдет. И, кстати, лайфхак. Эту всю химию можно применять после аквабластинга, когда чистите железные детали. Также после этого окунаем деталь в камеру, и она покрывается защитной пленкой. Я же, в свою очередь, продолжу эксперименты с химией и с реставрацией деталей. Вот у меня в руках баллончик без этикетки. Это очередной секретный ингредиент. Ну и если вы поддержите мой канал лайками, дизлайками, подписками, репостами, а самое главное, рекомендациями моего канала своим друзьям и знакомым, то я обязательно расскажу и об этой химозе. Также проведем эксперименты. Я надеюсь, сегодняшний контент был полезен для вас. Ставьте лайки и дизлайки, подписывайтесь на канал. На этом это все. Всем удачи, всем пока.